Привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить яркий и волшебно вкусный десерт на День Святого Валентина. Приготовьте это пирожное для самых любимых. У него тонкая хрустящая корочка и мягкий нежный центр. Начну с приготовления меренги. Важный момент. Чаша миксера и венчик должны быть сухими и чистыми. Жир и вода могут ухудшить процесс взбивания белков. Также посуду можно дополнительно обезжирить, протерев ломтиком лимона или салфеткой с водкой. Для приготовления безе используйте металлическую или стеклянную посуду. Пластик впитывает жиры и со временем сложно полностью его обезжирить. Для приготовления безе мне нужны будут только белки. Отделять белки от желтков нужно аккуратно и внимательно. Важно, чтобы желток не попал в белковую массу. Белок будет плохо взбиваться. Выливаю в чашу белки и начинаю взбивать на низкой скорости. Всыпаю сахарную пудру и продолжаю взбивать. Затем буду постепенно повышать скорость взбивания белков и добавлять сахар в 3-4 приема. Только в таком случае пузырьки воздуха в безе будут максимально одинакового размера. Если включить сразу высокую скорость, вы получите меренгу, в которой пузырьки будут иметь разный размер, и это отрицательно скажется на ее текстуре и внешнем виде. Частями добавляю сахар, после чего увеличиваю скорость. Я взбиваю меренгу примерно 10-12 минут. Она становится устойчивая и глянцевая. Снижаю скорость до средней, вливаю лимонный сок. Он сделает взбитые белки более стойкими, да и вкус готового безе будет немножко с кислинкой, а не приторно-сладким. Всыпаю кукурузный крахмал и продолжаю взбивать примерно 2 минуты. Меренга готова. Она плотная, однородная, глянцевая и хорошо держит форму. Посмотрите, какие устойчивые пики. Перекладываю массу в кондитерский мешок. Чтобы у меня получились ровные и красивые сердечки правильной формы, я буду использовать трафарет. Подкладываю его под коврик. Из кондитерского мешка отсаживаю меренгу. Трубочка закрытая звезда. А если у вас нет кондитерского мешка, выложите меренгу с помощью ложечки, также ориентируясь на контуры трафарета. Выпекать меренгу нужно при низкой температуре. Важно, чтобы она сохранила белоснежный цвет, а внутри осталась мягкая. Выпекаю 2 часа в разогретой до 90 градусов духовке. Если выпекаете на 2 уровнях духовки сразу, то подержите их подольше минут на 30 и меняйте противни местами. После окончания времени выпечки оставляю меренгу в духовке до полного остывания. Приготовлю крем. Мягкое сливочное масло взбиваю с сахарной пудрой примерно 5 минут. Время от времени очищаю кулинарной лопаткой края емкости для равномерного взбивания массы. Масса посветлеет и увеличится в объеме. Добавляю холодный творожный сыр и взбиваю до получения воздушного крема. Крему нужно немножко стабилизироваться, стать более плотным, чтобы он держал форму, поэтому убираю его в холодильник
примерно на час. Безе выпеклось и полностью остыло, но внутри осталось мягким. Украшаю безе кремом, трубочка называется «Французская звезда». Нарезаю свежую клубнику лепестками и декорирую пирожное. Посмотрите, какое яркое, красивое и невероятно вкусное пирожное. Если вам просто хочется сделать приятное для близкого человека, тогда сладкий подарок расскажет о ваших чувствах лучше всего. Друзья, пишите комментарии и делитесь впечатлениями о десерте. Готовьте с удовольствием!